Маша, расскажи нам про наш маршрут. Мы поедем по Золотому кольцу, но не в России, а в Исландии. Мы увидим водопады, ледник водопады, водопады, возможно, тюленей каких-нибудь или китов и водопады. Хорошо, что помимо тюленей, китов и водопадов ожидается? Мы будем есть и спать На земле. на земле в палатке. И ехать. И ехать, да, это безусловно. Гнать просто на нереальной скорости. Автомобиль. Мы едем забирать палатку и пенки. Нам сказали, что лучше всего не ставить ее, когда ветер. Надо учесть, что все может сломаться, мы можем умереть. Приятного путешествия. Спасибо, викинги. Выпили своей волшебной жидкости вот это вот такая. Йоу, мы идем в Голубую лагуну. На улице, кстати, хоть и июнь месяц, но холодно капец. Мои маленькие. Ой, пожалуйста. Можно обмазаться. Ну вот, что я могу сказать об этом? У меня есть почтовый ящик, все есть. Я приехал домой. А что не про первую ночь сказала? Ну что нам будет сложно все это собрать, дальше будет проще. А мы воздушный шар доделаем? Да, учитывая здешние ветра, я думаю, Или параплан? А это похоже на параплан, кстати. Вот что значит экономить на гостинице. Это самая сумасшедшая конструкция, которая только просто и изнутри подвяжите еще одну палатку. Когда я собиралась в эту поездку, надо мной все стебали. Наташа, какая посуда? Там все есть. Наташа, какая горелка? Там есть кухня, мы будем на ней готовить. И вот, мы в кабинке, где нет ничего. В путешествии по Исландии есть что-то психоделическое. Солнце сегодня отказалось садиться, пройдя по кругу вокруг нас и снова вскочив на востоке, наверное. На востоке, но не точно. Поэтому покупка фонариков, наверное, оказалась лишней. Да, я даже сегодня, кстати, посмотрела на фонарики, подумала, что, пожалуй, это как бы все остальные мои покупки были куда полезнее, чем фонарики, хотя казалось ровно наоборот. Гейзер. Короче, это очень круто. Я думала, что после Игуасу вообще все будет как-то, норм, но вода. Вообще не так. Тут столько воды, она такая синяя. Очень крутые скалы, очень крутая расщелина, просто. Ух, и мох еще повсюду. Очень круто. Замечательно, великолепно, восхитительно. Все. Дождь, который идет вверх. Я такой яркой радуги никогда в жизни не видел.
потрясающе. Третий день путешествия, и мы остановились в кемпинге где-то в глубине острова. И на самом деле в глубине Исландии намного интереснее. То есть на самом деле Исландия представляет собой горы, горы, горы и побережье, которое плоское и по которому проложена круговая автострада. Вот. И если забраться поглубже в горы, где как раз ледники, пещеры, скалы, вулканы, становится очень красиво. Мы вчера ужинали в кухне, которая была вырублена прямо внутри скалы, как настоящие горные тролли. Я варю макароны. Вчера я уже приготовила миско. Суровая трапеза троллей под горой. Насколько огромны эти горы. Вот эти вот выемки, некоторые из скал похожи, как будто это черепа огромных каких-то существ. С глазницами, с челюстями и со всем остальным. Довольно такое интересное впечатление. Неудивительно, что местные жители придумывали разные истории про троллей. Даже говорить ничего не надо, мне кажется. Очень круто. Очень-очень-очень круто. Мы находимся в великолепной долине. В этой долине у нас был кемпинг, и мы очень рады, что мы сюда заехали. Сумасшедшая какая-то совершенно природа. Пустошь, простирающаяся до горизонта. Невероятные виды, какие-то совершенно космические. Только это, наверное, не Марс, а какая-то другая планета за пределами Солнечной системы, видимо. Интерстеллар какой-то, в общем. Фиолетовый океан, вот это все. Самое большое впечатление здесь, конечно, производит не сам самолет, разбившийся посреди пустыни. Это как раз дело нормальное, подумаешь, самолет. Дело в том объеме пустоты, который приходится пересечь, вот добираясь. 3,5 километра в одну сторону, и где происходит ничего. Кажется, как будто левел-дизайнер схалявил, и эту часть острова как-то сделал лениво. Просто одна текстура снизу и наклеенный вокруг красивый задник, через который вот через это все тебе приходится идти. Пошло оно все. Сегодня совсем не эльфийская страна. Меня как-то такая северная красота всегда больше манила, чем пальмы, и песок и голубенькая водичка. То есть, вот это вызывает у меня какие-то совершенно невероятные чувства. У меня прям я чувствую себя здесь какой-то уместной, что ли. У меня нет ощущения, что я должна что-то чувствовать, чего я не испытываю. У меня наоборот аж внутри что-то пережимает, я не знаю, или наоборот разрастается почему-то. Это просто очень круто. Мне, кажется, что это выглядит как крыло каменной жар-птицы или что-то в этом роде. Посмотрите налево. Слева вы видите ничего. Посмотрите прямо. Прямо вы видите ничего. Посмотрите направо. Справа вы видите ничего. Исландия. В 10 вечера мы добрались до парка Скафтафель. Да, в условиях вечного дня, который длится уже третий день, можно ходить по достопримечательностям круглые сутки и не останавливаться на сон, еду и отдых. Это еще что? Уже несколько часов мы продолжаем путь по абсолютно пустой дороге в том, что должно было называться ночью. Когда облако рассеивается, снова кажется, что наступил день.
холодный воздух из гор и белый свет из-за горы. Поверю, что это дело ходоков и троллей. Что происходит? Да как сказать? Мы хотели приехать в кемпинг, но кемпинга мы нашли, но тут никого нет, и нашли пустой домик и заняли его. В общем, не знаю, что будет утром, может нам придется объясняться с хозяевами. Главное, чтобы не были лесными троллями. Ну, то есть мы самовольно заняли дом. Ну, типа сквоттер, да. Each step I take, the shadows grow longer. Padded footfalls in the dark, I wander. Come to steal your love, forever. Looking for a beauty that never fades. Это исландский стриптиз. Женщина оголилась до подштанников. Итак, это 12 июня, на мне двое штанов, кофта, жилетка, куртка, шапка, и мне очень холодно. Она тут росла. Слушай, он так лежит, мне кажется, у нее там эти Яйца? Думаю, малыши, да. мне кажется. Меня зовут Дима, я алкоголик. И мы находимся посреди ничего. Вот до чего меня довел алкоголь. Куда я зашел? Как я сюда попал? Это всего лишь душ. В середине нигде. Просто кто-то моется. Чей-то рукомойник. Сделали вчера порядка 400 километров, может даже все 500, через пустоши, через плато, вокруг заливов и так далее. Количество красот увиденных не поддается исчислению, и фото-видео материалов хватит на то, чтобы заполнить ленту Инстаграма просто сотнями фотографий. Но почему-то этого совсем делать не хочется. Мы понимаем для себя, что не можем заставить себя подключиться к сети. Вчера, когда Маша читала новости, я понимал, что для меня это так все далеко, и мне так как-то странно и сюрреалистично, что это что-то где-то происходит, и совсем не хочется об этом думать.
Каналья! Это утлая суденышка едет смотреть китов! Мы готовы смотреть китов. Ой, наконец-то мне стало тепло в этой одежде. Мне кажется, мне вообще ничего не страшно теперь. Я чувствую, как будто я в спальничке хожу теперь. Надо было эти костюмы взять с самого начала, и было бы хорошо. И вообще ничего, кроме них, не взять. И вообще, да, можно больше ничего не было не брать. А то на мне 2 штанов, я хотела надеть 3 штанов, потому что море холодно, а тут выдают такие прекрасные костюмчики. Жалко, что не выдают перчатки, но у меня есть чит-ход. Сегодня пытались смотреть на животных. Животные упорно не хотели показываться. То есть мы смотрели китов, киты хлопали хвостом вдалеке по воде, но ближе не подходили. Какого-то близкого контакта с фауной Исландии у нас не состоялось. В связи с чем мы немножко расстроены, но не сильно. Сюда выкинули идолов. Идеальный водопад помещается в кадр. Уже неделю, как мы не видели темноты. Немножко из-за этого странно себя чувствуем. Шел 2 час ночи.